Тема Эвианские соглашения. Эвианские соглашения – это соглашения, заключенные между Францией и Алжиром 18 марта 1962 года в городе Эвиан-ле-Бен, которые положили конец Алжирской войне, длившейся с 1954 года по 1962 год. Стоит пояснить, Алжирская война была важной войной за деколонизацию. Это был сложный конфликт, характеризующийся партизанской войной и военными преступлениями. Жестокость методов, применяемых французскими войсками, не смогла завоевать сердца и умы в Алжире. Престиж Франции за рубежом был дискредитирован. По мере того, как война затягивалась, французская общественность постепенно отвернулась от нее, и многие ключевые союзники Франции, включая Соединенные Штаты, перешли от поддержки Франции к воздержанию в дебатах ООН по Алжиру. После крупных демонстраций в Алжире и ряде других городов в поддержку независимости и резолюции Организации Объединенных Наций, признающей право на независимость, Шарль де Голль решил начать серию переговоров. Переговоры завершились подписанием Эвианских соглашений в марте 1962 года. 8 апреля 1962 года состоялся референдум, и французский электорат одобрил Эвианские соглашения. Окончательный результат составил 91% в пользу ратификации этих соглашений. И 1 июля соглашения были предметом второго референдума в Алжире, где более 99% проголосовали за независимость. Война привела к гибели от 300 тысяч до 1,5 миллиона алжирцев, 25 600 французских солдат. Военные преступления, совершенные во время войны, включали массовые убийства мирных жителей, изнасилования и пытки. Французы разрушили более 8 тысяч деревень и переселили более 2 миллионов алжирцев в концентрационные лагеря. Соглашения представляли собой обширный комплекс различного рода документов, охватывавших практически все стороны франко-алжирских отношений. Эвианские соглашения состояли из 93 страниц подробных соглашений и договоренностей. По сути, они касались договоренности о прекращении огня, освобождении заключенных, признании полного суверенитета и права на самоопределение Алжира, в дополнение к гарантиям защиты, недискриминации, имущественных прав для всех алжирских граждан. Раздел, посвященный военным вопросам, предусматривал вывод французских войск в течение 2 лет, за исключением тех, которые размещены на французской военной базе в Мерс-эль-Кебир. В других положениях предусматривалось, что не будет никаких санкций за какие-либо действия, совершенные до прекращения огня. Президент Франции Шарль де Голль хотел сохранить французские интересы в регионе, включая промышленное и коммерческое превосходство и контроль над запасами нефти. Европейской французской общине, франко-алжирцам и евреям в Алжире были гарантированы свобода вероисповедания и имущественные права, а также французское гражданство с возможностью выбора между французским и алжирским гражданством через 3 года. Алжир получил доступ к технической и финансовой помощи от французского правительства. Алжирцам было разрешено продолжать свободно перемещаться между своей страной и Францией в поисках работы, хотя они не будут иметь политических прав, равных французским гражданам. Секретная вооруженная организация, ультраправая подпольная националистическая террористическая организация, действовавшая на территории Франции, Алжира и Испании в завершающий период Алжирской войны, после Эвианских соглашений марта 1962 года, ознаменовавших независимость Алжира и начало массового бегства франко-алжирцев, данная организация попыталась сменить текущий политический курс чередой убийств и взрывов. Кульминацией стало покушение на президента Шарля де Голля в парижском пригороде Кламар 22 августа 1962 года. Эвианские соглашения включали статью, в которой говорилось, что Алжир уступает Франции использование определенных авиабаз, территорий, объектов и военных сооружений, которые необходимы Франции. Соглашения конкретно разрешали Франции сохранять свою военно-морскую базу в Мерс-эль-Кебире еще в течение 15 лет и объекты для подземных ядерных испытаний. Однако Франция решила уйти с базы в 1967 году, всего через 5 лет после заключения соглашений. На референдуме, состоявшемся 8 апреля 1962 года, французский электорат одобрил соглашение. 1 июля соглашения были предметом референдума в Алжире, где за независимость проголосовали более 99%. 3 июля Шарль де Голль провозгласил Алжир независимой страной.